Всем добрый день! Сегодня мы свяжем вот такой мини-клатч. Нам понадобится крючок номер 5. У меня ушел один моток, один ролик ниток бисквит, цвет горчица. Нам понадобится вот такой замочек, можно и магнитные кнопочки, 2 кольца карабины, а цепочка уже у меня тоже сразу с карабинами идет. Все, приступаем к нашему мастер-классу. Итак, начинаем вязать наш клатч. Нам потребуется один, вот у меня ролик нитки бисквит, ниточка лицевая 7-9 миллиметров, крючок номер 5. Набираем 22 воздушные петли. Эту петелечку мы тоже будем считать. Раз, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Предварительно нитку, когда вы в ролике вяжете, ее нужно вот так вот вытянуть, чтобы она у вас была ровная. Смотрите, только сильно не натягивайте, а то порвете. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 20, 21, 22. Вот у нас получилась такая косичка. Начинаем вязать первый ряд. Посмотрите, сзади у нас есть вот такие перемычки. И мы будем сейчас вязать вот за эти перемычки. Вот эту первую мы пропускаем. Начинаем вязать вот с этой. Заводим туда крючок. Вытягиваем нашу ниточку и вяжем столбик без накида. Следующую точно так же вытягиваем столбик без накида. И так вяжем до конца ряда. Так, вот мы заканчиваем вязать наш ряд. Вот за счет того, что мы вяжем вот за эти перемычки, посмотрите, какая у нас ровная получается, какой ровный ряд. И у нас вот здесь вот нет никаких дырочек. Так, вяжем дальше. В принципе, тут ничего сложного, все полотно мы будем вязать столбиками без накида. Главное, чтобы вы правильно переходили с одного ряда на другой. Так, вот наша последняя перемычка. Делаем петлю подъема и переходим на другой ряд. Вот смотрите, мы будем сейчас вязать вот не в первую в эту петельку, а во вторую. Вот. Эту ниточку мы потом спрячем. Итак, вяжем до конца ряда. И сейчас вам покажу, как мы перейдем опять на следующий ряд. Старайтесь вязать плотненько, чтобы вязка была ваша ровная и красивая. Так вяжем до конца ряда. Так, вот мы подходим к концу. Так, вот это вот у нас предпоследняя. И вот смотрите, вот сюда мы вводим крючок.
это наша последняя петелька, то есть последний наш столбик без накида в этом ряду. Делаем петлю подъема, опять переворачиваем наше вязание. Не забываем, что мы вяжем не в первую вот эту дырочку, а во вторую. Тогда у нас с вами будут ровные бока идти. И вяжем опять, продолжаем вязать столбиком без накида. Так, заканчиваем следующий ряд. Смотрите, сейчас мы вяжем вот сюда, провязываем столбик без накида. И самое главное, не забывать вот про вот эти угловые петли. Вот где она находится, вам поближе покажу. Вытягиваем столбик без накида. Видите, у нас тоже тогда получается ровный угол. Петля подъема, поворачиваем и помним, не в первую, а во вторую. Вот смысл поворотов я вам показала. Итак, мы продолжаем вязать наше полотно, ту длину, которая нам нужна. Если вы хотите клатч большего размера, то, соответственно, вы набираете больше петелек. Итак, продолжаем вязать дальше. Так, вот мы довязываем наше полотно. У меня получилось 43 ряда. Так, не забываем вот про последнюю угловую петельку. Все, вот наше полотно готово. Теперь нам надо отмерить, ну, где-то примерно около метра нашей ниточки, так как мы будем пришивать боковушку. Так, вот я оставлю. Мы ее вот так вытянем. Вот. Эта ниточка нам пригодится пришивать боковиночку. Теперь нам надо отпарить нашу вот эту вот основу, полотно наше. Можно под пресс поставить. Отпаривайте через тряпочку. Вот, под пресс можно на несколько часов. И приступим вязать наши боковушки. Вот здесь что ниточка была, я ее спрятала иголочкой вот здесь вот между ниток. Вот такой иголочкой, можно и крючком. Просто вот так вот продела и отрезала. И вот у нас ровно получилось. Все, значит, мы отпариваем и ставим под пресс. Так, сейчас нам нужно связать вот такие две боковушки. Вот одну я уже связала, и вторую сейчас я вам покажу. Значит, нам надо набрать 8 воздушных петель. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Одну вот петельку мы пропускаем, вот эту, и вяжем 6 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6. И вот в последнюю вязываем 6.
Так, делаем петлю подъема. Вот эту ниточку мы можем, в принципе, сразу и спрятать. Так, мы ее сюда вытянем. И мы ее вяжем, чтобы потом уже иголочкой не прятать. Так. И вяжем, пропускаем одну петлю и вяжем опять 6 столбиков без накида. И прячем нашу ниточку. 2, 3, 4, 5. И вот сбоку 6. 6. Делаем петлю подъема. Эту ниточку мы обрезаем. Так, вот я ниточку обрезала, там кончик спрятался. Петлю подъема сделали, переворачиваем опять. Одну пропускаем, вторую петлю вяжем. Так нам надо связать 10 рядочков. Это вот у нас уже 3. У нас получается по 6 столбиков без накида. Так. Так, переходим на следующий ряд. И все в таком же порядке. Одну пропускаем. Вяжем 10 рядочков. Так, вот я заканчиваю 10 ряд. Так, все. Но здесь мы уже оставляем около метра. Вот я уже отрезала нашу ниточку, вытягиваем. Этой ниточкой мы будем пришивать. Так, все, вот наши 2 бортика готовы. Сейчас мы их тоже отпарим. Я их под пресс положу на пару часиков. И уже будем пришивать к нашему основанию. Так, вот все наши детали готовы. Я все отпарила. Вот они у нас такие ровненькие. И сейчас мы будем пришивать. Одна боковушечка у нас уже ниточки я спрятала. Я вам показывала, как их прятать. Вот мы будем ее пришивать вот этой ниточкой с этого бока. А эту боковушечку, вот у нас тут нитка длинная. Я уже иголочку вот продела ниточку. И сейчас будем пришивать. Ищем, где у нас угловая, боковая петля. Так, протягиваем. Опускаемся на ряд ниже. Вот. Натягиваем нашу иголочку. Ищем здесь тоже ряд ниже. Так. И в это же вот отверстие, куда мы здесь вставляли, вот, только в обратную сторону, выводим уже вот сюда нитку нашу. Опять опускаемся на ряд ниже. Так. Здесь опускаемся на ряд ниже. Сейчас опять иголочку, вот куда мы здесь ее вводили. Вот. И так мы пришиваем до конца, вот до этого угла. Сейчас вам еще покажу. Так. Здесь на ряд ниже.
И выводим сюда обратно. Все, и так вот мы пришиваем до сюда. Так, вот мы уже дошли до нашего уголочка. Вот последний, 10-й рядочек у нас получился. Вот видите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Цепляем вот за край донышка. Так, теперь нам надо опуститься еще на один ряд ниже. Это чтобы нам перейти, чтобы сделать уголок. Вот так вот, чтобы перейти на эту сторону. Вот на один ряд ниже мы спустились. И еще раз на ряд, на один ряд. Теперь мы вот так поворачиваем. Цепляем за петельку. Так, очень мне тут удобно. Сейчас. Так вот. И выводим в ту же. Сейчас, может, так поверну. Вот у нас получился уголочек. Все. И по той же схеме на один ниже. Еще на один. Выводим туда же. Так. Вот. И вяжем так до конца. Тоже опускаемся на один рядок. Здесь на один. И в ту же петельку. Все, так до конца. Так, вот мы заканчиваем этот бок. Так, ищем, где здесь угловая. Так, теперь на одну вниз. Это опять, чтобы нам повернуть вот так вот наш уголок, чтобы было удобнее пришивать. Так, теперь вот так поворачиваем. Вот наш в этот ряд мы цепляем. Так, натягиваем ниточку. И в эту же дырочку обратно вытягиваем. И так мы пришиваем точно так же, по такому принципу, как и вот этот бок. На одну ниже. Здесь тоже на одну ниже. Так, натягиваем. И в эту же дырочку выводим. Вот. И так до конца. И покажу вам, как уже мы тут ниточку спрячем. Так, вот мы заканчиваем пришивать нашу боковинку. Ищем угловую петелечку. Так, можно еще раз. Чтобы было более плотно пришито.
Все, вот такая у нас получилась боковушечка. Сейчас ниточку мы прячем вдоль стеночки, обрезаем. И по такому же принципу мы пришиваем уже вот этой ниточкой вторую боковинку. Потом сумочку можно еще раз отпарить, чтобы были у вас ровные углы. И уже фурнитуру делайте, какая вам больше нравится. У меня будут кольца, цепь, кольца-карабины и замочек. Все, сейчас нам надо пришить вторую боковину по такому же принципу. Ну, вот у нас получился такой клатчик. Вот я уже поставила замочек. Замочек можно любой. Можно на магнитной кнопочке, можно на двух магнитных вот так вот кнопочках. Это уже как вам нравится. Вот я поставила кольца, надела карабины, цепочка. И вот сколько у меня осталось от ролика. То есть даже меньше ролика ушло вот на такую сумочку.